Вы часто проигрываете на подачах соперника? Не понимаете, почему мяч валится в сетку или летит за стол, и хотите разобраться, как правильно принимать подачи? То смотрите этот ролик до конца, и вы получите ответы на свои вопросы. Также в конце ролика вас будет ждать приятный бонус. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Абсолютно каждый сталкивается с такими ситуациями. Ты превосходишь игрока по технике, стабильнее его, но до удара дело не доходит. Постоянно проигрываешь встречи просто из-за того, что не понимаешь, что летит. От этого сразу отстаешь в счете, начинаешь дико психовать и просто не знаешь, что тебе делать. Поэтому, чтобы убрать эту проблему из списка нерешаемых, мы погрузимся в тему приема подачи. Разберемся, как понять, что подает соперник, и как выставлять углы, чтобы мяч не летел по сторонам. Пробежимся по важной теории и сразу к практике. Вращение. Почему важно знать вращение? Любая подача имеет какое-то вращение, их надо знать все 9. Девятое – это отсутствие вращения, или, как принято говорить, плоский мяч. Каждая подача – это определенный удар, и у него есть свои закономерности. Накатная подача имеет небольшое верхнее вращение. Особенность этой подачи, что она летит быстро. Подрезная подача имеет нижнее вращение, она летит низко и затормаживает. Подача маятник имеет левое боковое вращение и после отскока стола летит влево. Подача топор имеет правое боковое вращение и после отскока меняет траекторию вправо. Также правое боковое вращение имеет подача слева и обратный маятник, а левое боковое веер и обратный топор. Дальше идут их смеси. Подачи надо знать и уметь подавать. Для этого посмотрите прошлый выпуск 20 популярных подач. А если вы застряли на месте и хотите повысить свой уровень игры, то это можно сделать как раз с помощью этих подач. И для вас у меня есть пошаговый курс «Тотальная подача». В нем рассказано и показано все простым языком для взрослых любителей. Поэтому, если желаете быстро и легко освоить подачу, то ссылка в описании. Окей, вращение и подача мы сопоставили. Теорию про само вращение уже 10 раз повторили. Что делать-то, спросите вы? Все как обычно. Начинаем с анализа. Без анализа невозможно принять правильное решение. Куда мы смотрим и что мы видим? Игрок встает в угол стола и готовится к подаче. Что я вижу? Он стоит в левом углу. Как он держит ракетку? По первой секунде плюс-минус можно уже предположить, что сейчас будет. Лена стала в левый угол и ракетку взяла в положении маятника. Бинго! Она подает маятник. Что нам это дает? Правильно, к нам прилетит какое вращение? Именно левое боковое. Но помимо левого бокового она может добавить еще несколько фокусов, поменять длину, направление и еще добавить в подачу нижнего или верхнего вращения, а от этого будет кардинально меняться работа с мячом. Дальше смотрю на замах и скорость, с которой она идет на удар. Если она замахнулась широко, то скорее всего задумала мне подать быструю и крученную подачу, и я на всякий случай делаю полшага назад. Она поворачивает корпус, подходит к мячу, и здесь я должен заметить, куда во время удара и после удара идет рука. Как правило, если кисть прошла вперед-вниз, то будет нижнее боковое вращение. Давайте посмотрим внимательно. Если подаем вверх, то локоть немного поднимается на себя или вверх в сторону при других подачах. Давайте посмотрим внимательно верхний боковой маятник. Если мы с вами подзависли в этом моменте, дальше смотрим на мяч. Как быстро он отскакивает и набирает он скорость или нет. Если игрок подает вниз, то мяч как будто стелется и начинает замедляться. Верхняя же наоборот, скачет энергичнее и ускоряется. Это вам на примере, где держать свои глаза на приеме. Теперь самое важное. Вы поняли, какое вращение, но это полпобеды разгадать подачу, теперь ее надо вернуть.
Я в этом уроке покажу базовый прием вращений. Снова повторяем 9 вращений. Верхнее, нижнее, без вращения плоские, правое, левое, нижнее левое, нижнее правое, верхнее левое, верхнее правое. И так каждое вращение имеет свою специфику. Для простоты мы эти вращения делим на подачи и сокращаем количество возможных вариантов. Чем меньше мы думаем, тем лучше играем, поэтому даем мозгу меньше делать вычислительных операций во время выполнения своих ударов. Начнем с накатной подачи. Игрок подает быструю накатную подачу. Когда он занимает это положение, у меня в голове установка, только куда он подаст и как быстро. По этой подаче, если я новичок, подставлю, если я игрок уже более опытного уровня, открою ракетку и сделаю либо накат, либо топ-спин. Следующая подрезная, но здесь гадалки ходить не надо. Вы уже и без меня поняли, что будет, но смотрите внимательно, не все умеют крутить мяч и подача может прийти плоская. Кто-то может это делать даже умышленно. Если вы хотите прокачать этот навык, то ссылка в описании, переходите. Под нижнюю я ставлю ракетку под мяч. Одна деталь, если вам подают пиленную подачу, ни в коем случае, слушайте, ни в коем не пытайтесь ее точно так же пилить в ответ. Ваш мяч как булыжник уйдет в сетку. Если игрок делает вам сильный пил, просто ставим ракетку под мяч и немного приподнимаем его вперед. Только вы дернетесь на выполнении вращения, мяч свалится. Но если игрок подает легкий низ, то здесь да, берем и режем остро этот мячик куда нам надо. Накатная с сильным верхним вращением и с наскоком. Здесь все то же самое, как на плоской, только делаем наклон ракетки побольше и немного даем мячу набрать высоту. Если на наскакивающий мяч пойдете рано, он окажется на ребре. Боковое вращение. Левое боковое. Мячик уходит в левую сторону стола. Если просто подставить ракетку параллельно сетке, мяч 100% улетит вправо от нас. Поэтому, чтобы мяч оказался на столе, используем прием стенка. Играем по правой стороне мяча. Как это работает? Да все просто. Мяч стремится улететь вправо после контакта, и мы тогда просто убираем у него эту возможность. Правое боковое работает наоборот. Мяч после контакта с ракеткой летит влево от нас. Сейчас делаем ту же самую операцию, только перекрываем мячик с левой стороны. Здесь все достаточно просто и понятно. Берете и нарабатываете. Просто выставляете угол так, чтобы оказаться с той стороны, с которой необходимо в данной ситуации. По левому вращению выставляем угол справа так, а так слева. По правому вращению выставляем углы наоборот, справа, слева. Только не играйте под мяч. Даже если вы перекроете бок, он превратится вверх, и ждите атаку, которую не отразить. Сейчас начинается самое сложное. Это комбинации вращений. Маятник мы уже посмотрели, давайте возьмем подачу слева.
Как здесь понять, что ждать? Очень просто. Если игрок ставит угол как на подрезку, то в большей вероятности придет нижнее боковое вращение, если ракетка приоткрыта бок или вверх-бок. Так как мы знаем, что мяч надо перекрыть слева, ведь после контакта он летит именно в эту сторону, мы его перекрываем слева. Теперь нам надо подстроить второй угол под верхнее или нижнее вращение. Если я буду принимать нижнее правое боковое вращение, я выставляю угол под боковое вращение и наклоняю ракетку в то положение, в котором делаю срезку, и получается своего рода гибрид. Выглядит это как будто мы делаем боковую срезку. Здесь задача уже попасть не просто по боку, а по нижней боковой части мяча. Так будет выглядеть прием левой стороной. А так правой. Если вы просто подставите ракетку, мячик окажется в сетке. Верхнее боковое принимается точно так же, только второй угол мы выставляем как на накат. То есть немного выворачиваем кисть и делаем толчок по верхней боковой части мяча. Так будет выглядеть прием левой стороной, а так правой. Это та база, которую необходимо наработать. От этого я смогу вам уже в дальнейшем показать продвинутый прием данных подач. Повторяем, слагаемый успешного приема зависит от знания вращений, от умения соотносить вращения с конкретной подачей, дальше уметь анализировать, чтобы оставалось меньше выбора, и, конечно, практиковать сам прием. Для тех, кто досмотрел ролик до конца, я подготовил PDF с приемом разных подач, поэтому подписывайтесь на мой Telegram и скачивайте файл. Смотрите мой курс «Тотальная подача», там много интересных подач, которые поднимут вас на новый уровень. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там мы обсуждаем интересные темы и разбираем видео с тренировок любителей. На группу ВКонтакте, там работает все без перебоев, и на мой YouTube канал. Пишите в комментариях, что вам сложнее всего дается в приеме. С вами был Иван Толмачев. До встречи!